скоро нам грозит глобальный катаклизм. Размышления. Сразу должна сказать, что моя статья не носит научный, философский или иной характер. Это просто мои размышления. Сама я не являюсь астрологом, астрономом или научным деятелем. Это освобождает меня от ответственности строго следовать каким-либо канонам и правилам при оформлении написанного. Невозможно ничего создать с нуля. Всегда опираешься на какие-либо источники и существующие знания. Собственно, основных источников три. Тайная доктрина Елены Петровны Блаватской, послания владык мудрости, которые я сама приняла с 2005 по 2021 года, и мое собственное представление о происходящих на Земле событиях. Сидеральный год. Для того, чтобы приблизиться к теме изложения, нужно определиться с понятием сидерального года. Многие знают, что это такое. Однако, как это часто бывает, присутствуют разные термины и понимания. По-другому сидеральный год называют звездным годом, великим годом, зодиакальным циклом. Это время, за которое точка весеннего равноденствия в своем прецессионном движении проходит все знаки зодиака и возвращается в свое первоначальное положение. Сидеральный год можно вычислить по земным годам. Данные разных источников разнятся. Обычно называют цифры от 25 770 до 25 920 земных лет. У Блаватской мы встречаем цифру 25 868 лет. Это трудно представимые космические циклы, если сравнивать с продолжительностью жизни человека сейчас до 100 лет в лучшем случае, или с датой сотворения мира по Библии около 7000 лет назад. Собственно, зачем нам нужно утруждать себя этими цифрами? И сейчас я обращаюсь как минимум к двум посланиям владык, принятым мною. Армагеддон. Санат-Кумара, 20 декабря 2016 года. И время жатвы. Господь Шива, 21 июня 2016 года. На самом деле послания от разных владык, принятых мною и носящих пророческий характер, гораздо больше. Владыки на протяжении всего периода передачи посланий, напомню, с 2005 по 2021 года, предупреждают нас об особом переходном времени, о времени выбора и времени жатвы. Почему? Теория о катаклизмах в начале и середине Великого года.
Эта теория не носит научного характера и распространена в области так называемой эзотерики и оккультизма. Здесь я не могу привести точных цитат из различных источников. Не потому, что их нет, а потому, что нахождение достоверных цитат из проверенных источников, например, «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской, занимает очень много времени, учитывая объем самой тайной доктрины. Моей задачей является просто передать смысл теории. Основная идея такова: ничего не рождается нового, пока не будет уничтожено старое. То есть, когда точка весеннего равноденствия приближается к началу зодиакального цикла или сидерального года, наступает очередной катаклизм. А потом эволюция продолжается на новом этапе своего развития. То же самое касается серединной точки сидерального года, как точки перелома энергии. Можно привести такую аналогию. Первую половину цикла преобладает божественность, затем наступает точка перелома, и энергии носят более материальный характер. И в этот момент тоже наступает катаклизм. Вопрос в том, в каком месте прецессионного сидерального года мы находимся сейчас. Ведь цикл все время идет по кругу. Почему владыки бьют тревогу? Елена Петровна Блаватская утверждала, что знание точных дат доступно лишь высочайшим посвященным. С этим трудно поспорить. Но можно поразмышлять.